Привет всем, кто любит легенды! Является ли Библия сборником легенд или в ней описаны реальные события? В прошлый раз на нашем канале мы начали исследование, могла ли быть правда история о Ное, записанная в Библии. По всему миру существует более 200 легенд о потопе. Но есть ли археологические доказательства этого события? Фил, ты поможешь нам с этим вопросом? С легкостью. Ученые по всему миру находят следы, которые свидетельствуют о глобальной катастрофе, произошедшей в древности. Например? Один из ярких примеров находится в южноамериканских Андах на высоте 4300 метров. Древнее поселение Тиуанака оказалось покрыто двухметровым слоем жидкой грязи. Там же, на этой высоте, были обнаружены следы морских осадков. Песок, ракушки, мелкая галька. Можно не сомневаться, что причиной гибели Тиуанака была природная катастрофа. Ничего себе! Также там были найдены фрагменты скелетов людей и животных. Они лежали хаотично вместе с бесчисленным количеством других предметов. Обалдеть! Не менее важным является то, что сухопутные и морские животные были беспорядочно перемешаны и погребены в одном геологическом слое. Все это напоминает результат воздействия мощного потока воды, который двигался очень быстро и был настоящим катаклизмом, а не постепенным изменением погодных условий. Подобные следы находят по всему континенту. Кроме Южной Америки, есть еще где-то подобные доказательства? Да, например, на северо-западе Ирака, возле руин древнейшего города Ур. Это тот самый Ур, о котором мы уже говорили? Верно, из которого вышел Авраам. Во время раскопок, по мере продвижения вглубь земли, археологи постоянно натыкались на разные культурные слои, пока не углубились более чем на 14 метров. Там они обнаружили илистый слой. По своей структуре он заметно отличался от других слоев и составлял толщину примерно в 2,5 метра. Столько же, как в южноамериканских Андах? Да. В этом илистом слое не было обнаружено никаких следов человеческой деятельности. Это позволило ученым сделать вывод о внезапном образовании этого слоя. Ниже этого илистого слоя были снова обнаружены следы жизни человека. Обломки кирпичей, глиняной посуды, сажа. А и что в этом необычного? Нахождение илистого слоя между двумя культурными пластами могло объясняться только одним – внезапным наводнением, которое не могло быть обыкновенным явлением природы. Это была страшная катастрофа, когда суша неожиданно ушла на дно моря или океана. Вода долго стояла, и глубина ее была не меньше 8 метров. По предположениям некоторых ученых, этот илистый слой и есть прямое свидетельство всемирного потопа. Потрясающе! Это еще не все. Другие свидетельства потопа можно наблюдать и в Европе. Трещины в скалах на вершинах отдельно стоящих холмов в центральной Франции заполнены останками животных. Например, вершина горы Монжене в Бургундии усеяна фрагментами скелетов мамонтов, волосатых носорогов, северных оленей и других животных. Удивительно! Но наиболее впечатляющие следы мощного катаклизма этого же периода обнаруживаются в северных регионах земного шара. И в Сибири? Да, и в Сибири, и на Аляске. В вечной мерзлоте были обнаружены захоронения множества животных, нетипичных для северных районов. Эти останки находились среди вырванных с корнем стволов деревьев и другой растительности. Они носили на себе признаки гибели от неожиданной и внезапной катастрофы. Вот это да! В прошлый раз ты говорил, что даже в Китае встречаются упоминания о потопе. Верно. Схожую картину массового внезапного вымирания можно наблюдать как в Азии, так и в далекой Австралии. Получается, по всему миру есть разные археологические свидетельства потопа? В целом, накопленные современной наукой данные убедительно свидетельствуют о том, что на Земле очень давно произошел мощный катаклизм, который повлек за собой глобальные последствия и резкую смену климатических условий. Некоторые ученые предполагают, что это и могло спровоцировать наступление так называемого ледникового периода в различных регионах планеты. Друг,
Как хорошо, что после этого Бог обещал, что такой потоп больше никогда не повторится. И что пока существует земля, не прекратится сев и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь. Так что Библия – это не сборник легенд. В ней описаны реальные события.